Китай имеет особое отношение с Россией, поэтому может сыграть ключевую роль в завершении этой войны. Киев готовится к переговорам на саммите мира. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украинская разведка нанесла удары по авиабазе «Энгельс», где стоят стратегические бомбардировщики России. Был нанесен удар по авиационному комплексу. Истерика на российском ТВ. Пропагандисты разрабатывают план спасения на случай войны с НАТО. Макрон вам ха-ха, Шольц колбаса, один там ЛГБТ, у другого детей. Нет, это все хихи-ха-ха. Побег из БНР. В Белгородской области появляются блокпосты. Губернатор, несмотря на победные речи Путина, приуныл. Когда мы сможем вернуться в наши села и города, мы оперативно начнем восстановление. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Оккупанты пытаются наступать в районе Работино Запорожской области. Именно туда совсем недавно Украина направила новейшую пехотную бригаду. Ореховское направление – это одна из тех точек на фронте, где наблюдается активность россиян, говорят в Нацгвардии Украины. Там идут вот мясные штурмы, такие, я бы сказал, банзай-атаки. Вот как мне рассказывали украинские военные, которые там находятся, там просто вот навал за навалом, штурмы, техника, пехота, вот они давят с тем, чтобы попытаться сжать с флангов этот выступ, это их излюбленная тактика, и чтобы украинцы оттуда отошли. И таким образом линию фронта спрямить, потому что выступ это всегда больше сил, больше войск, и для наступления, правда, и для обороны, но тем не менее, и соответственно таким образом можно линию спрямить и уже окончательно нивелировать вообще все успехи украинских войск, каковые были достигнуты в ходе наступления, если считать вот этот Работинский выступ именно что успехом, да, все-таки плацдарм образовался. И поэтому вот там они сейчас наступают, там они сейчас давят, и пока у них там ничего особо не получается. Им удалось восстановить положение по первому рубежу, основному рубежу своей обороны, вот по той самой линии Суровикино, то есть они вот на нее вернулись, но дальше они пока сильно продвинуться не могут. Украинцам там удается пока отбиваться. Кроме того, в украинском командовании уточняют, что непростая ситуация на Новопавловском направлении. Кремлевские войска пытаются занять выгодные рубежи. Z-пропагандисты заявляют, что войска РФ взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинских войск. В Генштабе ВСУ этой информации не подтверждали. Было сообщение о том, что россияне пытались прорвать оборону украинских войск 29 раз за сутки, используя при этом авиацию. В Пентагоне дали свою оценку ситуации на украинском фронте. Инвестируя в безопасность Украины, мы инвестируем в нашу собственную безопасность. Выживание Украины находится под угрозой, и безопасность Америки под угрозой. И у них нет ни дня, чтобы терять время. И у нас тоже нет ни дня, чтобы терять его. Россия пытается сжечь до руин населенные пункты Сумской области. Приграничье ежедневно обстреливается. На территории Украины пытаются попасть российские ДРГ. На села падают авиабомбы. О том, что происходит в этой области, накануне рассказал Зеленский. Напомню, уже неделю длится эвакуация мирного населения. Из опасных районов вывезены уже несколько сотен людей. Эвакуируют и жителей населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи линии фронта. Вибух де був? А он там. Отам, десь тут. Ви ж бачите, ото звідтіля. Оце вночі, да, відбулося? Да, оце вночі. Одной из потенциальных целей россиян для захвата остается и Купянск в Харьковской области. Из этого города российские войска в свое время позорно бежали. Теперь же хотят вернуть позиции. Мирные жители уезжают, понимая, как действуют российские оккупанты. Він каже, мам, їжджайте, там таке пекло буде. Боже мой, каже, буде друга Київ. Так я вже і не думала, вже думаю, та ладно, може ж Бог одведе.
Через границу в Белгородской области, где у Путина все идет по плану и под контролем, тоже проходит эвакуация. С 20 марта в нескольких населенных пунктах введены ограничения на въезд, там появляются блокпосты. Еще введена странная процедура, а точнее порядок посещения жилых домов. Школьников из приграничных населенных пунктов отправляют на каникулы, часть детей будет вывезена из области. В колледжах и вузах дистанционка. А теперь вспомните, как все начиналось 2 года назад. Киев за 3 дня и российские войска до Ла-Манша. Где-то в мире грустит один Гладков. Когда наши вооруженные силы отодвинут от наших населенных пунктов, когда мы сможем вернуться в наши села и города, мы оперативно начнем восстановление. Беспилотники атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области. В российском Минобороны, конечно же, дали традиционный ответ. Вы знаете какой. Работало ПВО, все уничтожили. Тем не менее, местные жители сообщали о прилетах и пожаре. По данным телеграм-канала «Астра», на аэродром упали 3 БПЛА. Этот аэродром для россиян не простой, а золотой. Там базируются стратегические бомбардировщики России. И прилеты по этому аэродрому уже были ранее. После неудач россияне взялись за кисть и нарисовали тогда самолеты, ожидая, что это спасет от атак БПЛА. Туда уже ходили неоднократно, ходили наши стрижи, это Ту-141 стриж, мы это помним, удары по Энгельсу. После этого, да, вот эта машина, отличный разведчик, который наши специалисты переделали в беспилотник «Камикадзе». То есть до несколько сотен килограмм взрывчатки, наносит очень такой серьезный, мощный удар и, естественно, поражение. Потому дальность около 600-700 километров, стриж может 1000 километров проходить. Беспилотники у нас те, которые сейчас стоят на вооружении и в Главном управлении разведки, в силах спецопераций, в службе безопасности Украины, тоже могут преодолеть эту дальность, то есть до 1000 километров могут лететь. Потому в ближайшее время подождем, кто из спецслужб или вооруженных сил возьмет на себя ответственность за выполнение этой задачи. Подождем подтверждений. Скорее всего, был нанесен удар по авиационному комплексу. Издание РБК Украина со ссылкой на свои источники сообщает, что атака на Энгельс – это работа украинской разведки. И удивительно, но опять же в Энгельсе произошла еще одна диверсия. В затопленный фекалиями подвал вместе с унитазом и ванной провалилась пенсионерка. Пока Путин тратил миллиарды из российского бюджета на ракеты для ударов по Украине, пол в старой двухэтажке прогнил. Такие же эмоции были и в Курской области. Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Курчатовской АЭС были уничтожены украинские дроны и ракета С-200. Пострадали только линии электропередач. Сейчас все уже со светом. В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Пострадавших нет. Повреждено несколько крыш. Электроснабжение в Курске полностью восстановлено. Благодарю ремонтные бригады за оперативность. Макрон не хочет отправлять в Украину войска, чтобы воевать против РФ. В украинском МИДе решили объяснить слова французского президента. Дмитрий Кулеба считает, что в Париже говорили о другой миссии западных военных. Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас. Тем не менее, на российском ТВ настоящая паника и истерика, и они просто не знают, как себя успокаивать. Макрон вам ха-ха, Шольц колбаса, один там ЛГБТ, у другого детей. Нет, это все хихи-ха-ха, но самолеты-то летают, хаймерсы летают. А вот, Толь, ты сейчас покажи сюжет про то, что появилась информация, что уже F-35 летают над территорией Украины. Господи. А в Париже при этом все спокойно. На французском ТВ, например, обсуждают, где западные войска могли бы разместиться. Одно из мест дислокации – граница с Белоруссией. Но, полковник, не будет ли сам факт размещения сухопутных войск вдоль Днепра, даже если мы скажем, мы не будем стрелять первыми, рассматриваться Россией как провокация?
Абсолютно нет, потому что это означало бы принуждение России к дискуссии с позиции равенства. В Кремле хотят, чтобы белорусы начали отдыхать в Крыму и, собственно, таким образом спасти оккупированный полуостров от упадка. Вероятно, с турсезоном совсем плохо, поэтому решили действительно спасать ситуацию и подключать к этому Лукашенко. Говорят, что разговоры о ЖД-сообщении между оккупированным полуостровом и Белоруссией идут уже несколько лет. А теперь, мол, пришло время перейти к делу. И уже к началу туристического сезона пустят спецвагоны. Точного маршрута, конечно, пока никто не озвучил. В Киеве же неоднократно говорили, что в этом году центром тяжести войны станет Крым и на полуострове продолжится демилитаризация российской армии. Лукашенко тем временем про Крым пока ничего не говорит, но позволяет от имени всего белорусского народа поздравлять президента Ирана Раиси. Повод интересный. Новый 1403 год по иранскому календарю. И мечты у Лукашенко интересные. Судя по его телеграмме, отправленной в Тегеран. Говорит, что хочет динамичного расширения сотрудничества с этой страной-изгоем и очень ценит дружбу. А дружить, как мы понимаем, уже не с кем. Поэтому сердечно благодарит за все и кланяется превосходительству. Это Лукашенко уж точно умеет. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и за то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.